Так, ладно, я учу подходящее слово. Выходил. Надо подальше. Я не успела послушать, что ты мне прислал. Да, да? Мгм. Ничего, ничего. Аудио, Никакого. аудио. Так, запись идет, идет. Ну что, начнем? Марш Йогал, Лиза. Делит Сюридика Маша. Йога. Да, Лиза. Охасхит. О, передачи Андрей Схлар. There is also Кайка. Сегодня у нас в гостях Лиза Умарова, чеченская певица, автор пронзительных песен о войне, любви и родине. Ее голос стал голосом тех, кто потерял все, но не потерял достоинства. Родившись в Казахстане, в семье депортированных чеченцев, она прошла путь от актрисы театра до символа гражданского звучания чеченского народа. В Москве ее песни звучали вопреки страху, а в Финляндии она обрела свободу для себя и своих детей. Сегодня она продолжает петь не только для чеченцев, но и для всех, кто верит в силу правды и памяти. Это разговор о прошлом, которое не забыто, о женщине, которая осталась собой, несмотря ни на что. Моя миссия здесь – это представлять культуру Кавказа. Почему Кавказа? Потому что я пою на, на чеченском, на ингушском, на армянском и очень много на грузинском. Много грузинских песен, потому что я очень люблю грузинские фольклорные песни. Вот. И была группа Хмели, Звели Пепели, да, седые бабочки, что ли, бабочки по-грузински. И я попала в эту группу и предложила поменять название, что мы теперь будем петь не только грузинский, а еще и чеченский, ингушский. И они меняли. Группа Кавказ, поэтому я пою на разных кавказских языках. Сейчас и кабардинская поэтесса очень хотела, чтобы я спела на ее стихи. Но очень тяжелый язык, гортанный, сильно гортанный. Вот. И я считаю, моя миссия представлять культуру Кавказа. Прекрасно. В Финляндии пока нету, никто не поет эти песни. Хотелось бы, конечно, группу иметь. Поднимать людям настроение. Или вот возьмем мои песни, да, не потому что я там Лизу Умарова себя хочу возвысить. Мне такие песни, письма приходили от людей, даже с тюрьмы письма шли, что эти песни спасали их от карцера, согревали. Да. Ну, кто-то понимает, кто-то не очень. Будем Переломный надеяться на период. лучшее. Да. Сложный переломный период. На ингушском, еще на украинском я аж пою. На фестивале выступала на украинском. Очень люблю украинские народные песни. На ингушском, ну вот эта песня, которую группа Лам пела. Улам группа. Да. С Зейтовым и Наурбиевым. Да, да, да. Гендиева. Прекрасная группа, да. И Я тоже ее люблю. На грузинском мне очень нравится песня. Я почти все грузинские песни, один куплет перевожу сама на чеченский. И пою ее в двух вариантах. И один куплет на грузинском, второй на чеченском. Так пою. Но она всем нравится, эта песня. Иоро, река, название реки. И ее исполняла одна молодая женщина. Имя забыла. Она, к сожалению, погибла, в пропасть упала на машине вместе с детьми. И ее поет Дато Кангиашвили. Там весь Кавказ эту песню знает, и Казахстан тоже. Ой, без пандури как-то я помнить не могу.
петь для своего народа, и что ты хочешь сказать своими песнями сегодня? Есть в этом какой-то посыл особый? Что бы ты хотела донести до народа сегодня? И я бы не хотела сегодня и уже давно, с тех пор, как сюда приехала, мое обращение к миру, не только к чеченскому народу. И у меня готовится песня на английском. Вау. Скажите нет всем войнам на земле. Вот, поэтому я работаю над этим репертуаром сейчас уже. Нет войне, not to war. Но она очень сильная будет песня. Там Я такая музыка очень сильная. Потому что когда в Украине началась война, вот тогда она у меня выплеснулась за все войны, которые начинаются в этом мире. Да, Украина на меня тоже очень сильно повлияла. Это было как заново пережить все, что с нами произошло, потому что когда у нас это началось, происходило, я была маленькая и многое не осознавала, то теперь уже во взрослой жизни, все это наблюдая в прямом эфире, я поняла весь масштаб этого ужаса гораздо лучше, чем тогда. Да. Если тогда это было неосознанно, то сейчас это все осозналось сильно. И вот интересно то, что в Казахстане мои родители были высланы, да? Там я росла среди переселенцев, вынужденно покинувшись родину, украинцев. И здесь я сейчас опять попала, нахожусь с вынужденно покинувшими родину украинцами. Опять. Вторая депортация, можно сказать. У них и у меня. Схоже. Интересно, да. Как ты видишь роль художника, творческого человека в общественных процессах? Ну, очень большая роль. Очень сильно можно повлиять. Потому что, опять-таки, я возвращаюсь к моему творчеству, к моим песням, говорю, что очень много писем получала от россиян. У меня был сайт, тогда на почту сайта приходило огромное количество писем. И звонки были, даже с Америки были звонки. Когда американцы слушали песни на сайте New York Times, они ставили после интервью со мной, они мне несколько писем пересылали даже. Говорят, все спрашивают, где купить ее диск. И было предложение от пары американцев, чтобы помочь мне, они готовы детей взять. Ну, я сказала, без меня нет, я не согласилась. Но они почему-то хотели только детей, на несколько лет, что ли. Вот. Некоторые говорят, певец должен просто петь и не лезть в политику. Что бы ты ответила им? Ну, нам не надо лезть в политику, она давно залезла сама в наши дома, в наши души, в наши мозги. Мы очень не хотели, но это так получилось, потому что каждый человек сегодня переживает то, что происходит в мире, даже если это не на его родине. Они уже понимают процессы всего этого, кто этим руководит, почему это происходит. Люди уже не стали, с приходом интернета, они стали гораздо лучше, глубже разбираться во всем этом. Поэтому это раньше в СССР, может быть, мы не лезли в политику. А теперь уже, особенно с началом украинской войны в Украине, политика сама уже в наших домах давно. И если певец может дислоцироваться от этого и петь совсем про другое там, то как гражданин я не считаю, что певец обязан молчать и не сказать свое слово, потому что за ним очень большое число его поклонников. Да. Он обязан сказать свое отношение к происходящему, не молчать. Молчание – это согласие. Такая удобная поза. Это согласие. Да. Я считаю. Ты не раз говорила, что хочешь видеть чеченское и вообще кавказское общество светским и демократичным. Что для тебя это значит на практике? Это значит, прежде всего, образованными, культурными, развитыми в науке, в искусстве, во всех сферах жизнедеятельности. И вот то, что
надо бы отдавать наших детей более цивилизованные виды спорта. Я Например, думаю, ушу, что да? именно... Где А? ты сам себя должен победить, как в ушу, например. Ну, Вид не только спорта. единоборство. Вот в Скандинавии есть хоккей, везде есть футбол, Мгм. волейбол, баскетбол, ну, очень много, бег даже, просто гимнастика, очень много видов спорта, велоспорт, плавание, какой полезный спорт. А когда человек на одном месте статично, это даже доказано учеными, у него также и мозг развивается, то есть он недоразвивается. А чем у него он занимается видом спорта на дальние расстояния, даже тот же большой теннис, настольный теннис, у него уже совсем по-другому мозговые процессы происходят в мозгу, мыслительная деятельность. Вот. И почему именно Северный Кавказ? Я думаю, что это делается специально. Потому что в Европе нету особо неразвитые эти виды спорта. Да. И Очень. хотелось бы, конечно, чтобы учились молодежь. Тут такая возможность, очень большая возможность в Европе, великолепная возможность учиться, развиваться. Мгм. И у нас очень много образованных ребят и девчат, молодежи в Европе, в Бельгии, в Германии. Очень много врачей, тех, кто свои научные труды уже пишет. Да, но в нашем случае должны все поголовно пытаться это сделать. То есть, если Да. другие народы могут себе позволить хиповать, там, вести более простой образ жизни, быть необразованными, кто-то вот в обществе же есть здесь тоже, да, как хотят и живут, то мы себе этого позволить не можем. Я так это вижу, потому что у них уже достаточно всех этих докторов, этих художников, Ну да. творческих людей, у них достаточно, и за счет каких-то слишком расслабленно живущих, они ничего не потеряют из-за них, а мы потеряем, если мы не Ну будем все да. поголовно пытаться преуспеть. Да, потому что, чтобы победить то, что с нами Мгм. сделали, нужно быть образованными. Это, Обязательно конечно, нужно. да, это напрягает. Я даже понимаю, что не все хотят, потому что в обычных нормальных условиях не должны были быть такие прям требования высокие, а в наших условиях они должны быть, к сожалению, высокими к Да, самим себе. да, да. Нас Так, это спасет. да. Единственное, что нас спасет, это вот образование, учеба. Учиться, учиться, как нам отец говорил всегда. Да, понятное дело, что нужны все отрасли, нужны простые рабочие. Без них общество тоже не может существовать. Все должно быть на своем месте. Но когда у нас есть только, например, простые рабочие или еще люди, которые вообще ни о чем не думают, а нету тех, которые занимаются умственным трудом, творческой деятельностью, то все, нации уже не будет, нету будущего. Потому что именно эти люди, они ведут вперед, их идеи, все делает нацию через мысли, Да, это через лицо просветительскую нации. деятельность. Mayelha sanana mayelha, düz alanı berhalha mayelha, bazlur bu bössina bala. Hoyelo de dot chu halkana, da haraldok ценна эхар, кардина лила чукантана. Кардина лила чукандана, мадела ходила ходок, мадела ха,
Tamana berhalha madelha Basılur bu bössine bağla Kalkana hanal çukantana Я не люблю, Когда когда стреляют в спину. Я также против выстрела в упор. Кардейна лила чукантана Az radyo halatiç suçur mireyimatiye azdir maç o hızlı kartsu Парижия мелчоли арсон Елисейн аренашка Юлия mireyimatiye сын или олш Indagash Царна мадеза воши Daima şilacı besaçu царна Amma şeşkolina malak da boş bir Marzone ambatsaha царна Цатан диктатях Безначу воши Милачу сушнагена Дисначу индагин Мохтмет тахаушве Вошин цакло домаш яленаш Я дели мамарзо хилаеза Цаошин дохтина доцучуте Мадегах бала машхила беза Дведа чухита чуек на чуте Ядели мамарзо хила еза Цаоши дохтина доцу чуте Мадегах бала машхила беза Дведа чухита чуек на чуте И нас мама отправляла в село к казахам, к знакомым, друзьям на лето. И я все время хотела узнать, где, я тогда была в 4 или в 3 классе, где солнце уходит спать. Вот мне говорили, за горизонт аж уходит спать. И я хотела пойти за этот горизонт. Никто со мной из детей не соглашался. Говорили, что там волки, что там очень опасно, степь. Надо было через всю степь. И однажды я сказала, что у меня болит живот, я не пойду гулять, я буду лежать. Обманула их, все ушли. И я пошла искать, куда оно ложится спать. Иду по степи, иду, уже маковое поле началось, маковое поле прошло. И вдруг сзади топот копыт. Оглянулась, а там этот хозяйки сын за мной скачет. Его отправили. Ну, в общем, вернули меня назад. Это действительно, оказывается, опасно было, волки там были. Потом, когда мама приехала, эта хозяйка говорит, вот и эту больше не привозите. Она у вас очень проблемная. А когда в твоей жизни появилась музыка? Кто первым услышал твои песни? Музыка была всегда, потому что я росла среди переселенных народов. В нашем классе только один казах был. Остальные все прибалты, литовцы, латыши, белорусы, украинцев очень много было. И у нас дома их очень много было в гостях у отца, друзья. И он постоянно ставил их музыку, они танцевали там. Даже я была маленькая, нас не пускали в этот зал, где гости, а я всегда, чтобы музыку послушать, как-то я туда пробиралась. И меня, помню, один взял на руки и со мной вальс танцевал. То ли украинец, то ли латыш, не помню. Вот с тех пор музыка всегда была.
И мама любила очень. Мама на гармошке играла наши народные песни. Мгм. Мамин брат на гармошке играл. По наследству немножко передалось, значит. И так и я. Вот это было. Вот все одобрили, оказывается, она хорошая. Я тоже одобряю. И тем более продаваемость высокая. Мгм. Да, я помню это время, как везде эти песни слышали, слушали. Ну и сама я их крутила на радио много. А вот Много таких случаев интересных было, связанных с этими песнями. И в Ингушетии тоже. м, Я захожу, в Ингушетии захожу в будку, такой переговорочный пункт, когда еще телефонов не было. Ну вот мгм, только появились мобильные. И она сидит, девушка, и слушает слепой гармонист. Я мгм. жду, пока она голову поднимет. Она так и не подняла. И я говорю, девушка, ой, извините, пожалуйста, говорит, мне так нравится эта песня. Я ее на всю кассету записала, чтобы снова не перематывать. Я говорю, мне, пожалуйста, с Москвой Тактично. соедини. Она узнала, нет? Нет, там же фото не было, никто не знал, кто поет. Ничего себе. Да. Я шла Интересно, по да. городу, здесь Грозный город-герой, здесь с этой стороны дальше «Вставай, Россия», потом «Душа моя», потом я иду по городу, и Мгм. где эти песни никто не Лиз, знает. это такой непростой шаг. Как ты решилась уехать? Но уже было небезопасно там находиться, Мгм. потому что я выступала на площади Маяковского, по-моему, в память Анны Политковской. Мгм. Там полиция окружила, мне удалось сбежать, ребята помогли наши. Мгм. Потом то, что приходили домой местные полиция, милиция, полиция милиция, постоянно обыски, проверки. А может, вы там боевиков прячете в шкафах? И детей пугали. Конечно, они пугались, маленькие же были. А потом нападение скинхедов было Ужас. на меня с сыном. Убирайтесь из этой страны. Москва для русских, Россия для русских. Ну, в общем, меня просто предупредили друзья. Как бы там ни было, но у меня поклонники были и с той стороны. Они мне сказали, быстренько уезжайте. Мгм. А как уехать, связалась с одной знакомой журналисткой, она сказала, я постараюсь помочь. И как раз в Финляндии должен был быть фестиваль мира. Мгм. Она с ними договорилась, они меня пригласили на этот фестиваль мира. Вот как это И получилось. мы выехали с детьми. Мгм. А то я думала, почему именно Финляндия, а не Да, вот так какая-нибудь получилось. другая. Мгм. А так меня же знали все послы европейских стран. Я была однажды почетным гостем Евросоюза. Евросоюз, в общем, все они раз в год собираются, у них ужин бывает в Москве, в шведском посольстве. И они приглашают человека, которого не Россия выдвинула, а они считают человеком года. И вот я была приглашена очередной раз. Поэтому они меня, послы, все знали. Да, я читала англоязычные статьи. Я поняла, что в этих кругах, странах хорошо знают тебя, твое творчество.
Я же и в круизе была, во Франции, в Бельгии, в Германии выступала. Поэтому мне визы сразу открывали. В Польше очень много выступлений было. По центральному телевидению концерт был с польскими музыкантами против войны Чеченской Республики. Польская музыка я мало знакома, но слышала певицу Эдиту Геппард. Она просто божественно поет. Слушаю ее до сих пор. А вот Они какими... пели против войны в поддержку чеченцев. У них были новые песни. И мою песню «Вставай, Россия» оркестр играл. В смысле, я пела, а они подготовили оркестровое исполнение. А какими были первые годы на новой земле? Было чувство изгнания, Финляндии? одиночества? Было Нет, чувство первое такое время очень одиночества, интересно. изгнания? Интересно было. Очень интересно, потому что все новое, все так восхищает, отношение к людям, вот эта Да, чистота, вот эти вот, знакомо, да. даже в лесах какая чистота, какая Как будто в экология, какой-то какая книге вода. находишься, в книгу попал, какое-то ощущение. Да, да. И когда газеты начали писать финские, меня сразу начали на фестивали везде приглашать. Это как раз лето было, когда мы приехали. Я помню, одна журналистка спросила, а какие у детей первые впечатления? И я говорю, спросите у них сами, финская журналистка. И она спросила у сына, и он ей ответил то, что любой чеченец, мне кажется, мальчик сказал. Он сказал, я впервые не боюсь полицию. Да, Это очень о многом говорит. хорошая фраза. Да. Что тебе помогло остаться собой вдали от родины? Музыка, люди, вера. Остаться собой? Да, ведь ты осталась такой патриоткой. Но я всегда была... С детства я не любила несправедливость. Всегда была борцом за справедливость. Вот я как-то думала, очень много думала про Анну Политковскую и думаю, узнаю-ка я, откуда она такая, как она такой. Она же не неожиданно такой стала. И я покопалась в ее детстве, нашла статьи. Оказывается, в школе она тоже за всех воевала. Все к ней шли и говорили о несправедливости учителя даже какого-то. И она начинала там переговоры, разговоры, защищала. Интересно. Да. А я тоже с детства была такая. Больше всего на свете не любила несправедливость. Переживала сильно, когда несправедливость видела. Да. Сегодня ты свободно говорить то, что думаешь. Ты чувствуешь за это ответственность? Ну, как говорю, то, что думаю. Я чувствую ответственность за то, что я говорю, конечно же. А я говорю то, что есть. Это не поменяешь. Оно так есть, и все. Хорошо или плохо, я говорю правду. Как Всевышний говорит. Большая редкость в наше время. Да и в любое время. И особенно мне наше. просто неприятно, мне противно бояться. Я помню Норд-Ост, когда все по цыганской почте, все кавказцы сказали не выходить из дома. Когда вот эти 3 дня, по-моему, Норд-Ост был. А меня это возмутило. Именно это. Почему я должна прятаться, когда я ничего не совершала. И именно в этот день я вышла, ну как бы наперекор, чтобы доказать, что я не обязана прятаться, я не трусиха. Пустые улицы были, одни русские. Ни одного кавказца на улице не было. Я еще в полицию поехала, чтобы забрать свою регистрацию. На меня так все оглянулись. Те, кто в очереди стоял, так удивленно на меня посмотрели. Я взяла свой документ и спокойно пошла домой. Да. Очень много времени пропустить
если от Это всего да. бояться. Согласна, да. Обидеться. Мы не можем как бы оградить себя только от плохого. Если мы себя ограждаем, то ограждаем от всего сразу. Нету Ну да, такого фильтра одностороннего. Я да. согласна.